Вы только посмотрите, что творится в мире турецких сериалов. Буквально за пару дней пресса подкинула нам такие новости, от которых хочется отложить все дела, заварить чай и срочно во всем разобраться. Где тут правда, где сладкие фантазии журналистов, а где за громким заголовком прячется настоящая драма? Начнем с прекрасного. Неужели наша Мирай Данер выходит замуж? Поклонники просто стоят на ушах после слухов о скорой летней помолвке. Говорят, отношения с Атой Джанером вышли на новый уровень, а их близкие уже вовсю знакомятся. Но постойте, почему сама Мирай хранит загадочное молчание? И можно ли верить в эту красивую сказку, пока на пальце официально не заблестит кольцо? Но романтика – это только начало. Пока одни примеряют свадебные платья, другие зрители с замиранием сердца следят за судьбой настоящей легенды сериала «Опасные улицы». Проект, на минуточку, идет уже 20 сезонов. Но финал сезона не за горами, а актерам внезапно разрешили рассматривать новые предложения. И вот тут становится по-настоящему страшно. Это обычные летние каникулы или целая эпоха Турдизи подошла к своей опасной черте? А ближе к концу выпуска мы обсудим бомбу, которая заставит ваши сердечки биться чаще. Любимая сказка «Постучись в мою дверь» возвращается. Правда, в виде арабской адаптации. И тут назревает грандиозный спор, смогут ли новые актеры повторить ту самую искру. Или Ханде Эрчел и Керем Бюрсин задали такую планку, до которой уже не дотянуться. Сегодня мы разберем все по полочкам, спокойно и честно. Выясним, где железные факты, где осторожные инсайды, а где фанаты сами дорисовали половину истории. Обязательно смотрите это видео до конца, ведь сегодня у нас в меню не только любовь и надежды, но и судьба проектов, за которыми следят миллионы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Начнем с самой личной и, пожалуй, самой теплой новости нашего выпуска. Буквально на днях турецкая пресса взорвалась заголовками. Наша любимая Мирай Данер и Ата Джанер Черкчоглу, похоже, готовятся к помолвке уже этим летом. Пишут, что отношения пары перешли на совершенно новый уровень, а их семьи, только вдумайтесь, уже познакомились. Мы-то с вами знаем, в турецкой культуре семейный ужин – это вам не просто чаю попить. Это верный знак, что молодые люди смотрят в одну сторону и дело уверенно идет к свадьбе. Но давайте не будем бежать впереди паровоза и придумывать сказки. Официального заявления ни от самой Мирай, ни от Аты пока не было. Поэтому мы, как мудрые зрительницы, скажем аккуратно, в турецких СМИ появились очень упорные слухи о возможной летней помолвке. И все же, почему об этом сейчас столько говорят? Мирай – девочка с удивительно тонкой, спокойной энергетикой. Она не из тех звездочек, кто делает пиар из каждого своего шуга. Она хранит молчание, а потому всем нам еще интереснее узнать, что же там происходит за закрытыми дверями. Да и избранник ее, Ата Джанер, молодой человек не из простой семьи. Он сын мэра города Айдын, Азлем Черкчоглу. Представляете, какая интрига? Известная, всеми любимая актриса, влиятельная семья политика, знакомство родителей и разговоры о летнем торжестве. Звучит как завязка шикарной мелодрамы, только происходит все это в реальной жизни. А как думаете вы, мои дорогие? Если родители уже встретились, это точно шаг к алтарю, или пока рано мысленно шить свадебное платье, пока сама Мирай не покажет колечко? Обязательно поделитесь в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Ну а теперь от этой светлой романтики мы переходим к новости, от которой становится тревожно на душе. Ведь там, где у Мирай все только начинается, у одного по-настоящему легендарного сериала, возможно, наступает самый драматичный момент за последние годы. А теперь к новости, которая звучит уже не как романтический шепот, а как настоящий тревожный звонок. И звонит он, ни много ни мало, по целой эпохе турецкого телевидения. Речь о легендарных опасных улицах или Арка Сакрклар. Для многих из нас этот сериал давно стал не просто кино,
а привычной, уютной частью жизни. Девочки, только представьте, 20 сезонов. Это ведь не просто цифра, это годы. Герои взрослели на наших глазах, менялись поколения, мы привыкли проводить с ними вечера. И вот известная журналистка Берсен Алтунташ сообщает, 20-й сезон должен завершиться 5 июня. Но пугает не сама дата финала. Тревожно от другого. После встречи с руководством канала «Канал Ди» актерам, внимание, официально разрешили рассматривать новые телевизионные проекты. И вот тут, конечно, у многих зрителей екнуло сердце. Мы-то с вами прекрасно понимаем, когда актерам говорят «можете искать другую работу», это совсем не похоже на обычные летние каникулы. Да, это не значит, что проект 100% закрыли, нет. Но это точно значит, что его будущее сейчас висит на очень тонком волоске. Окончательное решение о 21-м сезоне канал обещает принять только ближе к сентябрю. Поэтому мы с вами не будем раньше времени ставить крест. Скажем аккуратно, сериал уходит на финал сезона, а вот вернется ли он к нам осенью, пока остается в подвешенном состоянии. И знаете, в этом есть какая-то особая зрительская боль. Когда закрывают новинку, которой мы еще не прикипели душой, это одно. А когда под вопросом оказывается проект, который шел почти 20 лет. Будто из телевизионного мира хотят убрать что-то старое, доброе и почти домашнее. А как считаете вы? Нужно ли таким сериалам-долгожителям вовремя и красиво уходить на покой? Или, если у проекта есть верные зрители, его надо снимать до тех пор, пока люди ждут новые серии? Обязательно напишите свое мнение в комментариях, мне очень интересно. Ну а пока один сериал-гигант ждет решения своей судьбы, канал Ди не сидит сложа руки и уже готовит нам совершенно новую драму. И там нас ждет любимая турецкая классика – любовь, пропасть между двумя мирами, суровое давление семьи и главный вопрос – выдержат ли чувства то, что против них играет сама жизнь? Итак, переходим к той самой новой истории от канала Ди, сериалу под громким названием «Достоинство» или в оригинале «Хейсиет». И здесь, девочки, нас ждет та самая классическая турецкая драма, за которую мы и полюбили их сериалы. Два совершенно разных мира, вспыхнувшие чувства, которые ломают все правила, и, конечно же, семьи, которые костьми лягут, но не дадут влюбленным спокойно жить. Как сообщает турецкая пресса, главные роли в проекте достались невероятно обсуждаемому сейчас Дагукану Гунгеру и красавице Мерих Озтюрк. Наш Дагукан сыграет Мехмета, парня из простой, скромной семьи. А Мерих воплотит образ Симай, девушки из высшего общества, купающейся в роскоши. Согласитесь, по одному только описанию ясно, романтичных и спокойных прогулок под луной тут не предвидится, нас ждут настоящие эмоциональные качели. Турдизи просто обожает такие сюжеты, и мы с вами понимаем почему. Разница в статусе, суровое давление властных родственников, уязвленная гордость и скелеты в шкафу – все это моментально создает высочайший градус напряжения. Любовь вроде бы есть, но вокруг кружится толпа родственников, которые лучше знают, с кем тебе быть и как тебе жить. Для Дагукана Гунгера это отличный шанс показать себя с новой стороны. Мы уже привыкли бурно обсуждать его прошлые яркие роли, а теперь посмотрим на него в амплуа парня из народа. А от Мерих Озтюрк мы ждем настоящего характера. В такой истории Симай просто не имеет права быть скучной фарфоровой куклой в золотой клетке. Она должна стать женщиной, которая окажется между молотом и наковальней, но рискнет всем ради своих чувств. Пока у нас нет официального трейлера, не будем придумывать лишнего. Но формула звучит интригующе, что человек готов потерять, чтобы отстоять свою любовь и сохранить свое достоинство. И тут мне очень хочется спросить вас, а вам все еще нравятся такие турецкие истории про богатых и бедных? Или этот сюжет уже затерли до дыр, и сценаристам пора искать более свежие конфликты? Обязательно делитесь мыслями в комментариях. В любом случае, сериал «Достоинство» мы смело берем на карандаш. Ведь иногда именно такие, на первый взгляд классические истории,
потом цепляют нас так, что за уши не оттащишь. А теперь от горячей новинки канал Димы с вами перейдем к истории, которую вы все прекрасно знаете и обожаете. Вот только возвращается она к нам в совершенно неожиданном виде. А теперь держитесь за сердечки. Особенно те из вас, кто до сих пор с невероятным теплом вспоминает сериал «Постучись в мою дверь». Потому что эта сказка, похоже, категорически отказывается оставаться в прошлом. Она продолжает жить, обрастать новыми деталями и, более того, скоро заговорит на другом языке. Речь идет о долгожданной арабской адаптации нашей любимой истории. То, что проект готовится для арабского рынка, мы знали и раньше. И это уже говорит о колоссальной силе оригинала. Ведь далеко не каждый сериал становится таким мировым феноменом, чтобы его захотели полностью переснять под другую культуру и менталитет. Буквально на днях социальные сети просто взорвались. Поклонники начали активно пересылать друг другу визуалы и первый постер арабской версии. Но мы-то с вами девочки мудрые, поэтому скажем осторожно. Пока официальные представители канала не выкатили промо с фанфарами, мы просто наблюдаем за тем, что обсуждают фанаты, и делаем свои выводы. Но сама тема – настоящая пороховая бочка. Ведь у оригинального сериала с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином осталась просто гигантская, преданная армия поклонников. Для миллионов зрительниц история Эды и Серкана – это не просто очередной ромком, это та самая легкая, красивая сказка, которая лечила душу. И вот тут кроется главная интрига – сможет ли новая версия хоть на миллиметр приблизиться к этой магии? Сюжет можно переписать, декорации можно сделать еще роскошнее, одеть актеров в самые дорогие бренды. Но химию, ту самую искру, от которой мы не могли оторвать глаз, заказать по сценарию невозможно. Она либо есть, либо зритель кричит «не верю». Арабскую версию будут рассматривать буквально под лупой, сравнивая каждый взгляд и каждый жест с Ханде и Керемом. Кто-то включит из чистого любопытства, кто-то, чтобы разнести в пух и прах, а кто-то, возможно, действительно влюбится в новую пару. А что скажете вы? Как вы относитесь к ремейкам таких легендарных сериалов? Будете смотреть арабскую версию, или для вас оригинал неприкосновенен, и лучше не трогать то, что и так идеально? Обязательно напишите в комментариях. Ну а дальше у нас новость потише, без международных страстей и громких споров. Но для одной нашей звездочки она невероятно важна. Потому что одно дело – блистать на телеэкранах в модных сериалах, и совершенно другое – выйти на живую театральную сцену и доказать свой талант там. Теперь поговорим о нашей красавице Алине Босс. И здесь новость пойдет уже не про рейтинги, не про бурные романы или громкие ремейки, а про настоящее, глубокое профессиональное признание. Буквально на днях турецкие СМИ с гордостью сообщили, что Алина получила награду за свою блестящую игру в театральной постановке «Паламут Заман», что у нас перевели как «Время желудей». И тут, девочки, давайте будем точными, в прессе ее назвали не просто лучшей театральной актрисой, а вручили невероятно важную награду «Самая многообещающая актриса года». И знаете, от этой новости становится по-настоящему тепло. Ведь мы с вами привыкли видеть Алину в сериалах, безупречные кадры, шикарные наряды, сильные эмоции перед объективом. Но театр – это совершенно другая, суровая проверка на прочность. Там нет команды «Стоп, снято», нет дублей, нет спасительного монтажа, за которым можно спрятать неуверенную паузу. Это оголенный нерв, все происходит здесь и сейчас, глаза в глаза со зрителем. И то, что Алину так высоко оценили именно на сцене, говорит об одном – в ней видят не просто красивое личико с обложки. В ней видят мощную, растущую артистку, которая не боится рисковать и выходить из зоны комфорта. Для самой Алины это огромный скачок вперед. Очень часто именно театральный опыт дает актерам ту самую невероятную глубину, которую мы потом с замиранием сердца замечаем в сериалах. Поставленный голос, пластика, бешеная энергетика. На сцене все это прокачивается как нигде больше. Конечно, эта новость не взорвет интернет так,
как слухи о закрытии опасных улиц или обсуждение арабских Серкана и Эды. Но она такая светлая, достойная и правильная. Мне кажется, мы просто обязаны замечать такие вещи. Ведь за любой красивой глянцевой картинкой стоят пот и слезы, а театральная награда – это дань огромного уважения к профессии. А как вам кажется? Радуетесь ли вы, когда ваши любимые сериальные актеры выходят на театральные подмостки? Или вам все-таки привычнее и уютнее смотреть на них в масштабных телевизионных проектах? И вот теперь, мои дорогие, если собрать все сегодняшние новости воедино, мы видим, каким ярким и непредсказуемым остается наш любимый турецкий Турдизи. Он снова показал нам все свои грани – трепетную личную, тревожную, классическую романтическую, международную и профессиональную. Остается только один главный вопрос – какая из этих историй прогремит громче всего этим летом? Ну что, мои дорогие, вот такой получилась эта неделя в мире турецких сериалов. На первый взгляд, не самая громкая, но зато какая показательная. В ней собралось абсолютно все, за что мы с вами так преданно любим Турдизи: трогательные личные истории, переживания за судьбу любимых проектов, новые интригующие пары, международный размах и гордость за настоящих талантов. Мирай Данер заставила нас поулыбаться новостям о возможной помолвке. И, конечно, мы от души желаем ей огромного женского счастья. Но при этом держим голову холодной и помним, пока нет официального кольца и заявления, мы просто радуемся красивым слухам. А вот с опасными улицами мы уходим в лето с легкой тревогой. 5 июня мы попрощаемся с 20-м сезоном, а дальше долгое ожидание сентября. И для сериала эпохи это не просто каникулы, это большой вопрос, останется ли с нами история, с которой многие буквально выросли. Новинка «Достоинство» от Канал D, наоборот, только готовится ворваться в наши экраны. Но уже сейчас обещает нам ту самую классическую драму на разрыв аорты, пропасть между мирами, запретные чувства и героев, которым придется с боем вырывать свое право на любовь у собственных семей. Арабская версия «Постучись в мою дверь» разбудила нашу ностальгию. И тут мы все превращаемся в строгих критиков, получится ли у них повторить ту магию, или для нас Ханде Эрчел и Керем Бюрсин навсегда останутся единственными и неповторимыми Эдой и Серканом. Ну и наша умница Алина Босс, которая получила такую важную театральную награду. Согласитесь, это вызывает огромное уважение. Когда актрису признают на живой сцене, это показатель настоящего таланта, смелости и колоссального труда. И теперь самое главное. Мне безумно важно знать ваше мнение, какая новость из сегодняшнего выпуска зацепила вас сильнее всего? Свадебные слухи Мирай Данер? Тревога за опасные улицы? Ожидание драмы «Достоинство»? Арабский ремейк любимого ромкома? Или театральный триумф Алины Босс? Обязательно спускайтесь в комментарии и пишите. Мне правда очень интересно, что почувствовали именно вы, где вы видите реальную историю, а где просто красивый шум. Если вам было тепло, уютно и интересно со мной сегодня, не пожалейте своего лайка и обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Здесь мы без лишней грязи, желтухи и скандалов очень по-человечески обсуждаем новости Турдизи, наших любимых актеров и то, что остается за кадром. Берегите себя, смотрите только хорошие сериалы, и до скорой встречи в новом выпуске.